Игры по фильмам довольно стандартное дело. Такие релизы были частым явлением, особенно в начале нулевых. Буквально каждое второе развлекательное кино имело свою игровую версию. Понятное дело, что серию фильмов «Форсаж» это не обошло стороной. У данной киновселенной есть приличное количество игр, как хороших, так и плохих. И некоторые из них мы рассматривали, но как бы геймеры не ссорились, все сходятся в одном. Вот это дерьмо полнейшее. Однако, помимо этих образчиков были и среднячки. К примеру, игра по третьему фильму вышла неплохой. Да, не без косяков, но все же лучше некоторых. А также помимо этого был еще один интересный проект, герой сегодняшнего видео, названный просто «Форсаж». Что же, сегодня мы поговорим именно о нем. «Форсаж» — гоночка, анонсированная на E3 в 2003 году, на котором ее показали в первый и в последний раз. Показали трейлер на 1,5 минуты и немного геймплея, и на этом все. Что же мы должны были получить? Описание игры гласит: живите жизнью уличного гонщика, настраивая и участвуя в гонках на заказанных автомобилях, наполненных азотом ради заработка, тюнинга и авторитета на улицах Лос-Анджелеса. Звучит многообещающе, но как бы было на самом деле, нам неизвестно. За игру были ответственны Дженки. Эти ребята занимались такой серией игр, как Tokyo Extreme Racer. А во главе разработки стояла Universal Interactive, дочерняя студия Universal Pictures. Дженки и Universal Interactive должны были вместе работать над этой игрой. Игра разрабатывалась для консоли PlayStation 2 и Xbox Original. Однако, если судить по некоторым источникам, на Xbox Форсаж должен был выйти на год позже, в 2004, а на плойку же в ноябре 2003. Вся игра должна была подогреть интерес ко второй части фильма и выйти позже самой киноленты. Да что уж там, трейлер игры был бонусным материалом для тех, кто купил вторую часть фильма на DVD. Что нам известно про сюжет? На самом деле не очень много. Сценарий игры должен был быть частично основан на самих фильмах. Игрок — новый персонаж, просто уличный гонщик, который шел к своей цели — стать лучшим стритрейсером в игре, участвуя, как это ни странно, в самих гонках. В игре должно было быть доступно 80 миссий, игроки выполняли бы миссии постепенно, тем самым прокачивая навыки героя и повышая его авторитет в игре. Авторитет, кстати, набирался не только за миссии, но и за различные действия на дороге. Обычная репутация в обычной гоночной игре. Кроме этого, система репутации влияла на внутриигровые покупки. Тем самым набор репутации разблокировал новые машины, детали более высокого уровня и, конечно же, сами гонки и миссии. Все улучшения покупались за игровую валюту. Здесь не пошли далеко и взяли обычные доллары. В игру обещали завести солидное количество автомобилей, особенно если подметить тот факт, что многие автоконцерны на момент 2003 года не особо шли на сотрудничество с издателями видеоигр. Итак, какие тачки мы могли бы увидеть? Ну, судя только по трейлеру, это Supra, 350Z, Altezza, Mazda Miata, Nissan Skyline, Lancer Evo, Eclipse, Charger, Focus, RX-7 и многие другие. В общем количестве их должно было быть 28 штук. К примеру, в Need for Speed Underground, который вышел в тот же год, в который должен был выйти этот образчик Форсажа, было на 8 автомобилей меньше. Автопарк Underground составляет 20 автомобилей. И понятное дело, в трейлере видно, что герой игры мог управлять не только своими автомобилями, но и популярными иконами из Форсажа, конкретнее тачками из первых двух фильмов. Тут и Supra Брайана, Charger Доминика, Eclipse из начала первого Форсажа и известный Skyline у Коннора. Или, к примеру, вот Эва, взятый Брайаном из полицейского участка. Кастомизацию можно назвать солидной и приличной. Игроки могли настраивать свою машину, спойлера, диски, а также устанавливать на свои машины детали для повышения производительности. Турбонаддувы, воздушные фильтры, двигатели, трансмиссии и многое-многое другое. Мы также могли красить и наклеивать виниловые пленки на свои автомобили, а также различные наклейки. Помимо этого, у автомобилей был износ шин и уровень здоровья всего автомобиля. И судя по трейлеру, надо было машины ремонтировать, вероятно, каждые несколько гонок. Также было еще два параметра NX1 и NX2. Я думаю, это может быть связано с Nitro. Возможно, просто недоделанные показатели. А кто знает точно, отпишитесь в комментариях. Ну и как я сказал ранее, да, в игре была закись азота. Помимо всего этого, в игре планировался открытый мир. На тот момент во многих играх, а особенно в гоночных, его не было. Также определенно планировались полицейские погони. Как бы это было реализовано, нам неизвестно. Также в игре планировался дрэг-рейс, где игроки могли совершать различные выпендрежные действия, к примеру, встать на дыбы. Вероятно, в игре планировалось куда больше событий. Я говорю про такие стандартные уличные гонки, как круговые, спринты и так далее, а также дополнительные активности, которые могли бы выполнить игроки, чтобы не заскучать. Стоит также отметить, что помимо Лос-Анджелеса в дневнике разработчиков планировались и другие города. Как бы это было реализовано, нам неизвестно, однако известно то, что были эпизоды в таких городах, как Майами, Сан-Франциско, Токио, Лондон, Берлин, Рим,
Париж и Сеул. Вот это списочек, конечно. И судя по этому описанию, по кускам информации, нас могла ждать очень хорошая гоночная игра, ну на момент 2003 года. Стайлинг, автомобили, некоторые возможности. Почему же данный проект отменили? На самом деле причину отмены никогда не разглашали, она была заморожена без каких-либо комментариев. Возможные причины могли быть следующим. Дженки не хватало времени на Форсаж, ибо основной серией игр для них все так же оставался Tokyo Extreme Racer, и они работали как раз над следующей частью данных гоночек. Universal просто передумали и не дали лицензию на использование серии Форсаж. Опять же лицензии, но возможно в этом случае их не дали какие-либо производители. Большая конкуренция. В апреле 2003 года вышла вторая часть Midnight Club, которая понравилась многим критикам и игрокам, а также на слуху уже был Underground, многие его ждали, и причем Underground выигрывал в плане графики по сравнению с Форсажем от Дженки и выходил в тот же месяц, что и Форсаж. Быстрые и яростные могли просто потеряться на фоне этих двух игр. Ну и последняя возможная причина для отмены — это сам второй фильм. На релизе он получил отрицательные отзывы от критиков и не очень хорошо продавался, и возможно это и сподвигло Universal Interactive отменить проект. Последний эпизод этого видео посвящен мобильному Форсажу. Точно нельзя сказать, однако некоторые источники называют его Java-версией данной игры, и она, в отличие от своего старшего брата, добралась до релиза. Ее трейлер был также бонусом на DVD второго фильма, и самое главное, на ее основе сделали мод, который называется Need for Speed Underground 2. Именно данный мод часто называют официальным вторым андеграундом на Java. Именно в него играл Куру на своих стримах и вводил в заблуждение зрителей. Несмотря на то, что основная игра была отменена, уже в следующем году вышла игра для аркадных автоматов, основанная на первом фильме. Не сказать, что она хорошая, но как игра для аркадных автоматов она подходит. Разрабатывалась данная игра совсем другими людьми, и по факту отношения к герою нашего сегодняшнего видео она не имеет вовсе. Вот такая вот история. Игра, которая никогда не увидит свет. Нас могло ждать как что-то хорошее, так и что-то плохое. Вероятность есть всегда. Однако, судя по всему, и зная разработчиков, возможно, все же игра могла выйти неплохой. Но этого мы уже никогда не узнаем. Отмена и заморозка игр — это стандартное дело как для издателей, так и для игроков. Очень часто проекты замораживаются навсегда. Однако я рад, что смог познакомить вас с данным проектом. Фанаты вселенной и дотошные геймеры о нем знают и без меня. Но почему бы не рассказать об этой игре не только для любителей изучать глубины интернета? Что же, на этом все. Мы все ближе и ближе рассматриваем все игры серии Форсаж. Когда-нибудь и до этого руки дойдут. А пока вы можете посмотреть вот эти ролики по играм Форсаж. Вот это хорошая игра, вот это плохая, ну вы сами разберетесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.